Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, и это канал бывшего осужденного. И сегодня я вам расскажу о драках в местах лишения свободы, как они происходят, из-за чего и самое главное, в каких я участвовал лично. Давайте начинать, ребят, для тех, кто впервые на моем канале. Я провел 12 лет в местах лишения свободы, 4 сроками, чем я не горжусь. Здесь я просто рассказываю свой опыт, возможно, пригодится в каких-то конфликтных ситуациях, ну, либо просто как мотивация изменить свою жизнь в лучшую сторону, как изменил я. Видео не несет никакой пропаганды, агитации, я за свободную, спокойную жизнь. Погнали. Итак, кстати, хочу сказать, что кто досмотрит ролик до конца, услышит интересную историю о том, как блатные устраивали драки шнырей ради своей потехи. Вот. А пока будем говорить серьезно, небольшая сразу такая сносочка, чтобы вы понимали, нельзя просто так брать и драться в тюрьмах. То есть, если у тебя с человеком конфликт, то есть, ну, к примеру, там, он тебе должен там, денег или, не знаю, блок сигарет. Ты не можешь его взять и сбить за то, что он тебе там долго не отдает там, и накруживает балду. Есть ряд действий, которые ты должен совершить. Ты должен пойти там, к блаткомитету, которые рулят там, в отряде, объяснить им ситуацию, в общем, и так далее, и тому подобное. Короче, если вы хотите, ну, они дают добро там получить с него, не получить. Если вы хотите, чтобы я рассказал об этом, сделал ролик о том, как получают в тюрьмах, обязательно пишите в комментах. И не забываем подписываться на канал, ставить пальцы вверх, ну или вниз там. Но надо обосновать почему. Это, кстати, до сих пор все бесплатно. Лайки бесплатные. Итак. В общем, нельзя так брать там и драться между собой, иначе будет хаос. В общем, но есть моменты, из-за которых как бы один человек может ударить другого, один зэк другого может ударить, когда задевает достоинство, скажем так, арестантское, да, или там, не знаю, там, мужицкое, или кем он там живет, когда посылает, допустим, на 3 буквы или называет пассивным гомосексуалистом, либо там козлом, либо оскорбляет там мать как-то. Кстати, есть у меня ролик на канале, называется «Как базарят в тюрьмах», по-моему, так, там вот про это рассказано. Тогда как бы можно бить за это, если человек необоснованно другого назвал, короче, такими словами. И потом тебе за это никто ничего не скажет. А об этом как бы узнают вышестоящие инстанции, да, третейский суд. Они, естественно, там подтянут тебя с человеком, с которым ты подрался, да, вот, ну, моделируем ситуацию, там один другого там назвал там козел, да, все, там можно дальше не разговаривать, прям брать за шкирбок, там, бить его, там, все, вас, естественно, разнимут. Как это все будет происходить, там, толпа, они разнимут. Почему? Почему они разнимут? Потому что если будут серьезные последствия драки, один там забьет другого сильно, да, потом блаткомитет, все там вот эти вот стоящие у руля, смотряги и так далее, будут спрашивать всех тех, кто смотрел на это, и говорить, типа, вы почему не остановили, почему вы это не пресекли, и, короче, ну, могут дать по шапке. Ну, скорее всего, дадут. Это первый момент. Для чего надо пресекать? Потому как, если он ему один другому сильно разобьет рожу, ну, менты ходят проверять, они увидят. Это, опять же, лишние вопросы в отряде, опять к блаткомитету и ко всем остальным. Есть менты, которые смотрят на это так: вам спокойно не живется, вы там деретесь, да, и за такие косяки они могут прийти, там, устроить обыск в отряде, здесь что-то отлетит, там, телефоны или что-то еще. Из-за того, что вот один человек позволил себе ударить необоснованно другого. Ну, там, ударить, избить, забить, там, не знаю, может, он его вообще убьет. Неизвестно, это же тюрьма, люди всякие. Вот. Хотя основная масса, конечно же, таких людей, знаете, я как-нибудь тоже сделаю ролик, кто сидит вот в тюрьме на самом деле, что за люди. Там преступников вот именно вот в том свете, в котором выставляет нам телевидение, там еще какие-то, не знаю, там, может быть, интернеты, да, не так уж и много. Вот. В основном там сидит такая публика, алкоголики, наркоманы и, ну, ладно, как-нибудь расскажу тоже. Вот, в общем, это делалось для того, чтобы... Поэтому как бы это все знают, что если началась драка, там не надо смотреть, кто, почему, из-за кого, что бьет. Вот. То есть все должны впрягаться и разнимать. Вот. А потом уже как бы разбираться. И если такое произошло, да, вот именно такой конфликт, как я вам сказал, один другого назвал, там, к примеру, козлом, да, когда подтянет блаткомитет, спросит, типа, за что ты его ударил, он скажет, что меня козлом назвал.
принципе, как бы они тебе все уже ничего не скажут. Вот. Даже если они тебе начнут что-то говорить, вообще, как бы, если брать вот так вот по букве понятия этих, да, ты должен как вот сказать, вот ты стоишь, рамсишь, да, с кем-то, и он тебе говорит, слышь, да ты козел, да, а ты таким не являешься. Ты ему должен сказать, подожди, сейчас будем разбираться. Ладно, секундочку, я немножко забежал вперед. Это на самом деле моя ситуация. Я вам сейчас расскажу, как у меня было. Вот, в общем, никто тебе за это ничего не скажет. В остальном драк там не бывает. В основном, знаете, как все происходит. То есть даже бывает такое, что ты с кем-то там рамсишь, тебе там, ну, зэки, они же там, ну, все равно мы в одном там находились вместе все. С кем нам ругаться? Друг с другом найдут. Как бы повод, да, там какой-нибудь, ну, малейший, неважно, там иногда из-за какой-нибудь заварки чая там может такой раздуть конфликт, что капец. Вот, и, короче, может перед тобой стоять, там, ты с челом рамсишь, перед тобой стоять вот такой шпингалет, который вообще, ну, вот он еле дышит, он может стоять и говорить, я тебе еще ебало разобью. Хотя он прекрасно понимает, что он этого не сделает, и ты прекрасно понимаешь, и именно поэтому он это говорит. То есть он говорит это потому, что он это понимает. Итак, давайте просто наглядным примером я вам расскажу вот мои драки в местах лишения свободы. В общем, первым сроком, когда я сидел, один раз случилось, что меня послали на вот, человек просто как бы заехал, буквально сидел там месяц, наверное, понимаете, он как бы и не знал, что так можно, ну, нельзя делать, ну, он привык, что там на воле, там, знаете, вот там, говорят, да иди ты нахуй, вот так вот. И у нас с ним случилась словесная перепалка, я ему сделал какое-то замечание, вот, а я сидел уже года, наверное, полтора, я с малолетки поднялся во взрослую хату, и, короче, какая-то перепалка у нас случилась, и он мне говорит такой, да все, типа, иди нахуй. И в этот момент я как бы понимаю, что он это говорит, потому что он вот только-только со свободы, он не знает этих порядков, но, понимаете, у меня не было выбора, да, ну, я, может быть, как бы на свободе, если такая фигня случилась, я бы ему сказал, да сам иди нахуй, да? А там, как бы, понимаете, в этот момент на меня смотрели люди, посмотрели мои действия. И есть вот такой момент, да, если бы я ему ничего не сказал, если бы я ему сказал, слышь, ты что попутал, ты что такое говоришь, ты вообще, типа, что себе позволяешь, да? С одной стороны, я как бы сгладил этот момент, да, но, знаете как, получается, что я это схавал. То есть, ну, а схавал один раз, будешь хавать всегда. Вот. И, то есть, по законам вот этим вот тюремным, в которых я жил в то время, я сделал то, что я был должен сделать, просто подошел к нему, он уже уходил, он мне, уходя, так сказать, в другой конец хаты, это было в камере в СИЗО, сказал вот это, опрокинул фразу. Я его развернул, говорю, ты что, пум, ему там, вот он сразу испугался там, короче, там что-то, ты что там, типа, Серег, бум, туда-сюда, я говорю, ты что? Потом, и тут же, короче, тянет нас смотряга, он за всей этой ситуацией наблюдал такую, ну, понимаешь, что я как бы правильно все делал. Вот, и он ему объясняет, типа, он мне говорит, типа, ну, не надо так делать, да, хотя понимает, что, ну, а как, я ему говорю, а как мне надо было сделать? Все понимают, да, не понимает только он, и ему объяснили, здесь нельзя так говорить, вот такая канитель. Вот, это один случай, ну, по-моему, еще первым сроком что-то было похоже, насколько я помню, это ладно. Вторым сроком, вот у меня была интересная ситуация, когда я дрался, и, в общем, сидел, смотрел с пацаном телевизор на первом этаже, это было на центральном ИК-1 зона, смотрел телевизор, а жил я на втором или на третьем. Короче, это была не наш отряд был, по идее. Ну, какая разница, как бы мы все в одном бараке находимся. Блин, все никак не сделаю ролик про расположение вообще бараков, там, зоны и так далее. Надо тоже до этого добраться. Вот, видите, а вы говорите, что скоро тема кончится у меня. Ничего не кончится, ребят, не переживайте. Вот, в общем, ну, я говорю, пойдем, это, типа, в отряд вниз, там, не помню, какой седьмой был, что ли, посмотрим, DVD-шник, там у них стоял какое-нибудь кино. Вот. Ну, говорит, пойдем. И мы сидим, смотрим, ну, как смотрим, мы зашли посмотреть, там кто-то что-то смотрел, я говорю, давай другое что-нибудь включим, мужики, что-то какая-то нудятина. Он говорит, да, давай. Ну. И я, короче, начинаю в нем ковыряться, в этом DVD-шнике, и открывает пацан дверь, вот он, кстати, покойный сейчас, ну, как говорят пацаны, кто его там знает, ну, знаете, Россия, она не такая уж и большая, и аудитория у меня, как оказалось, намного больше, чем у меня подписчиков. Многие смотрят без подписки. Это, кстати, не есть хорошо, ребят. Не забывайте подписываться. Вот. И люди его знали, про кого я сейчас рассказываю, сказали, что он недавно умер. В общем, погонял у него Шапа, Артем.
Вот, по-моему, Шилово он сам был. В общем, он заходит, там что-то там спросил, типа, что там смотрите, мужики? Вот, мы такие, типа, да я говорю, да я ничего вот не могу что-то включить. Я говорю, иди включи, я говорю, типа. Вот. И он там что-то ухмыльнулся, там, типа, ну, типа, я тебе шнырь, что-то такого. Я говорю, да гонишь, иди включи, я не могу просто, ну, типа, разобраться, как включать этот ваш DVD-шник. И он там что-то мне сказал, в общем, у нас такая перепалка, ну, не сильная перепалка получилась. Я не знаю, может, он был не в настроении, может, я в каком-то там тоне сказал. Короче, сейчас это уже все равно не упомнишь. В общем, DVD-шник этот включился, он походил где-то минут 10, что-то себе там придумал. И такой, открывает дверь такой, ну-ка выйди-ка сюда мне. Ну, при них закид, я понимаю уже, что он там. Ну, это уже провокация, конфликт, там все дела. Ну, я ему мог, конечно, сказать, слышь, да иди сам, там, туда-сюда. Ну, я думаю, ну ладно, пойдем. А я выхожу, пацан идет со мной. Ну, там, типа, не знаю, может, ради интереса, или, может, там, типа, из-за того, что со мной вообще изначально пришел, там. Ну, корешок мой. И, в общем, мы стоим, получается, друг напротив друга с этим шапой, а чел стоит сбоку. Вот. И он мне такой говорит, слышь, ты что тут, типа, меня вот тут при всех там что-то, блядь. Я говорю, а что я тебе сказал-то, я что-то не пойму. В чем вообще вопрос, ну, вот конкретно в чем предъява. Вот. И он меня берет за шкирбок вот так вот. И как бы говорит, слышь, ты что-то баран или как там, что-то такое мне сказал. А это, в принципе, все, понимаете, как бы, ну... Тут как бы ситуация такая, то есть можно уже, то есть он вот это рукоприкладство применил первый, то есть я защищаюсь, я уже волен его пиздить, как бы, потом ко мне вопросов не будет никаких, и это все сразу в башке у себя прям, ну это быстро у меня, знаете, работает все там, голова, вот, то есть я понимаю, что происходит, короче, ну и, естественно, если человек тебя хватает за шкирбок, то ты что будешь делать, ну, тут как бы два варианта, либо лупить его, либо стоять, говорит, извини, отпусти, что ты делаешь. Вот как-то вот так это будет выглядеть, и это будет выглядеть нехорошо. В плане уважения к тебе после конфликта. Ну и, естественно, я его бью, я все это помню ситуацию, он лысый, он голову опускает, я ему в морду не попадаю в лоб так хорошенько. Вот, потом он мне, ну, обмен пошел у нас, вот пацан, который был с нами, он такой, блин, ну, он не в силах, скажем так, мы одинаковые были с ним комплекции, с кем дрались. Вот. Он не в силах нас был, короче, разлучить, разнять. Он там начал орать, мужики, там типа туда-сюда. Короче, нас разняли, все. Ну и блаткомитет там туда-сюда, там тянут. Что произошло, я ему объясняю ситуацию. Вот. И он залетает, его зовут, вот, зовут и там начинают, типа, вот ты что сделал там. То есть, да он это, да он то. А я как бы, знаете, я во всех этих законах, ну, я их практически все досконально знал. Я знал, что мне можно делать, а что нельзя. Всегда причем. В любой ситуации практически. И я ему объясняю тут по полочке. Я говорю, смотри, я тебе как там что-то сказал, задел, оскорбил. Нет, я говорю, ты что-то там открывал на меня рот там туда-сюда. Я говорю, я же тебя не сразу начал лупить, ни с того, ни с сего. Тем более, есть там человек, который присутствовал при этом. Да, свидетель там не говорят Иеговы, там говорят очевидец. Типа есть вот очевидец, который, кстати, тоже название так себе. Вот, и, в общем, пацан, который за бараком, он понимает всю эту канитель. И есть один косяк, в общем, за ним. В общем, за этим человеком, то, что он работал в автосервисе раньше. Вот. А это считается как бы такая полукозлячая работа для красных, потому что, типа, там, ментам чинишь машину, ну, естественно, не зэкам же, ментовские машины, ну, типа, как западло там, не сильно, но западло. Вот. Все-таки это общий режим было. Есть там такие моменты. И получается, что как бы, он мне не ровень. Он вообще не имел права там даже на меня типа голос повышать. И мы ему это объясняем, а он ни в какую. И как бы я говорю, ну ладно, что, а это было днем. Я говорю, ну ладно, что, вечером тогда соберем всех, кто есть. Вот. А не втроем будем это все решать. И будем разбираться. И как бы... А смотряга за бараком как бы понимает, что это конфликт, и я его вывезу, как бы, и человеку придется этого бить, тем более. А пацан это не понимает, он как бы
Не скажу, что он был плохой, мы с ним, кстати, потом сдружились очень хорошо. Вот. Не скажу, что он был плохой, но он не понимал. Что-то как-то такой вот был, немножко твердолобый. Вот, и в итоге я говорю, все, давай, короче, до вечера. Я говорю, блядь, готовься. Я говорю, я вечером тебе докажу, что вот, ну, так нельзя делать, так проучу тебя, так сказать. Не то, что я какой-то кровожадный, нет. Чисто из-за того, что как бы человеку, может быть, и объяснить как-то, ну вот, отстоять свою позицию. Вот, там это надо делать было, вот, ну, то есть, без этого будешь как-то, ну, там... Блядь, не то, что не выжить, то есть, ну, там можно чувствовать себя по-разному. Я не хотел себя чувствовать плохо, хуже кого-то. Вот. Короче, как-то так. И смотряга понимает, что как бы, ну, что-то конфликт, это не есть хорошо, там, и так далее. Тем более, если он такой, скажем так, полукрасный, да, типа так вот считается. Вдруг он там пожалуется, там, ну, короче, это никому не нужно. Он понимает, что это никому не нужно, а у меня как бы уже типа гордость там взыграла или что-то еще. И он ушел, когда он мне оставляет такой, говорит, подожди. Он говорит, слушай, ну, спусти эту канитель на тормозах, я тебя прошу. Вот. И я говорю, да как так-то, вот он типа такой, сякой, охуешь. Он говорит, ну, я тебя прошу. Вот, типа, а тут как бы такая фигня, знаете, я мог ему сказать, да пошел ты в жопу, там, ну не так, конечно, там, да пошел ты нахуй сам, короче. Не, ну я мог, конечно, сказать, нет, я прав, я буду отставить свою точку зрения, он мне ничего не сделал, как бы, и все, и потом бы ко мне никогда не было вопросов по этому поводу, потому что я сделал как правильно. Но, понимаете, когда человек тебя просит, тем более человек, который рулит там бараком, да, лучше как бы согласиться, лучше. Во-первых, будет такое, что как бы ты его послушал, да, к тебе уважение, он как бы типа перед тобой в долгу, что ли. Вот. И, ну, правильно, вообще так правильно делать, на самом деле, как бы, ну, сглаживать углы. И я, естественно, сказал, я говорю, ну ладно, все, не вопрос. Ну и все, и мы потом, он его позвал сразу же, говорит, пожмите руки, там непонятка, все. И мы с ним стали нормально общаться. Вот, и напоследок, в общем, вот такая. Есть еще у меня несколько историй, но я не буду, ролик так уже большой получился и получится. Давайте напоследок я вам расскажу, короче, как блатные устраивали драки шнырей. Это было, короче, что-то с чем-то, это было в Архангельске, последним моим сроком. В общем, там я попал на барак, где ребята занимались. Там вообще очень много было ребят, которые занимались и постоянно занимались не только железом, да, силовыми тренировками, но еще там затягивали перчатки, администрация разрешала лапы, устраивали какие-то спарринги, ну, в пределах разумного, то есть они сами спортсмены и между собой так, ну, тренировались там без жести. Я, к слову, кстати, как-то вписался там, говорю, ребята, возьмите меня с собой, я ходил только на железо, говорю, возьмите меня с собой. Я сходил один раз туда, потому что я когда встал в спарринг там с одним типом, он был, наверное, раза в 2 больше, чем я. Вот. И я вам хочу сказать, что, знаете, это вот по телеку, только когда сидишь дома с пивом, чипсами и смотришь там какой-нибудь UFC, типа, давай, да что ты там не так? Блин, минуту в спарринге, она длится, наверное, как час, кажется. Вот, ну, когда противник хотя бы равен тебе, хотя бы, да, а если уж он сильнее тебя и больше, то есть, блин, тяжело. Тяжело, и как бы, ну, я не стал туда к ним ходить, потому что, как бы, они мне сказали, что я не их уровня, то есть, ну, учить меня там никто не будет, там не секция. Они занимались между собой, они умеют как бы на этом уровне там как бы защищаться, лупить, там еще что-то. Вот. Обучать там они никого не обучали. Но занимались постоянно, короче, там их было человек, наверное, 5-6. Вот, администрация разрешала там как бы... Кстати, с недавних пор это только они стали делать, разрешать там вот заниматься зэком спортом. Раньше не разрешали, потому что типа, чтобы в побег не ушли, не подготовились к побегу. Раньше было выгодно, чтобы зэки были худые, чахлые, то есть вот так вот. Сами себя убивали там чифером, там еще чем-то, сигаретами, примой. Вот, а сейчас как бы, ну, больше, знаете, лучше уж, когда комиссия приедет из Москвы, все на спорте, все исправляются с такими рожами там и так далее. Вот, лучше уж вот, смотрите, исправляем зэков. Вот, не будем возвращать вот этих беззубых с щетками и всех синих вам на свободу. А возвратим, вон, ребята спортом занимались, блядь, и, не знаю, кто чем там еще, там кто-то работал, кто-то как-то. Короче,
Вот. А раньше все это было подпольно. Раньше качались, блин, это вообще капец. То есть я помню, мы там в Коптерке, где стоят матрасы, там как-то у нас на шухере чел стоит, мы там какие-то там самопальные, там из 5-литровых баклашек, песком набитые, там, ну, сейчас все, прям все тренажеры есть, хоть тоже сами сделанные на промзоне, сваренные, но есть. Итак, в общем, и они иногда создавали там такие бои, короче, ради прикола, типа, давай, там, этого и того там, короче, оставим там, иди, короче, бейся там, ну так, в прикол. И как-то, ну, типа, знаете, битва за хайп в тюрьме такая, октагон. Ну, как-то все это происходило, знаете, на такой волне, там, типа, это, ну, они прикалываются, веселят, скажем так, братву. Вот. И в один момент случилась такая канитель, я там при ней присутствовал. Зовут двух типов, а они, короче, что-то между собой не поделили, там, ну, разругались, грубо говоря, буквально вчера, там, да. Хотя сами оба такие, там, короче, бедолаги, да, ну, там, реально шныри они, там, кто-то чей-то шнырь, но бывает и такое, что и шныри рамсят, они что между собой тоже, там, как-то, кто круче, там, кто как хотят выяснить. Вот, и, в общем, их там, давай, короче, этого и того, они там вчера что-то рамсили, будем выяснять. Ну, и все как бы такие, знаете, думают, что сейчас они опять, ну, как обычно, там, ну, вот это все в такой, в комической, да, там, Бенни Хилла манере, блядь, все это будет исполняться. Ну, случилось следующее, короче, одевают перчатки, а там всегда пацаны занимались под песню, знаете, такой был, Шот и Тихий, там, где боль, короче, вот этот вот. Там, где боль, там, и они начинают, там, им нравилась эта песня, они хуярили там, короче, там такая канитель. Все, давайте, короче, начинаем бой, блядь, там, давай, музыка, короче, пошла. Стоят эти бойцы, короче, друг напротив друга, там, включай там вот этот эш, от, тихий, там, где боль, там, понеслась, короче, минута, это, какой минут все длилось, короче, давай, бокс. И в этот момент прям один другому, фу, блядь, короче, зубы полетели, блядь, представляете, бля, ну он там торч, короче, был такой. Ему, я не знаю, жив он сейчас или нет. Короче, вот на этом все и закончилась просто драка такая. Там стоять, все, представляешь, зубы, блядь, вывалились там, ну, полетели, выбили зубы, кровище там, короче, там хуйня. Ты что делаешь там, типа, ты что, охуел там? Когда тот стоит, типа, в смысле, что, блядь, вы меня сами с ним поставили, типа, ну, биться уж так биться, блядь, тот там, бедолага, бля, короче, блядь, там, ебать его в рот, блядь, вот это спорт, бля, ёпта, вот. Будьте здоровы, ребята, блядь. Бля, вот это было, конечно, ржачно, это просто шок-контент такой. Блядь, жалко, вот я в то время, как бы у меня телефон был, жалко, я не снимал, а сейчас жалею, что я такую хуйню тогда не снимал, блядь. Вот, я бы сейчас с собой на облаке это, ну, сохранил, потом скачал бы, еще вам показывал. Блядь, но это было что-то, нахуй. Это было что-то, конечно, блядь. Ржака. Такие тоже были иногда штуки. Был, кстати, у нас один боец, такой, он в боях без правил участвовал, я не знаю уж точно где, но такой, ну, в определенных кругах известный, и он там в клубе, это где вот самодеятельность вся происходит, там тоже тренировал народ, но я туда не ходил, что-то как-то не хотел, вот. Не знаю почему, не помню, но это не важно, короче, он народ тренировал, практически официально, кстати, что, блядь, странно очень. Представляете, в зоне тренируются зэки, там, боец тренирует, они вдруг соберутся, пойдут всех перепиздят там, или еще что-то. Но такое было. Ладно, есть много чего рассказать, но я наболтал уже и так на 25 минут. Надеюсь, вам было интересно, ребят. Не забывайте ставить палец вверх, если вам понравилось, написать коммент в продвижение, написать свое мнение по этому поводу, подписаться на соцсети, на мой второй канал, там выходят другие видосы, завтра выйдет там ролик, ребят, по мотивации, вот. В принципе, все, не попадайте в тюрьму, не попадайте в какие-то плохие истории, слушайте меня, мотайте на ус, всем желаю добра и здоровья.